Давайте вспомним, как старший сын крымского олигарха Олега Зубкова, Святослав, по непонятным причинам, возможно, снова ушел от ответственности за то, что на пешеходном переходе сбил девочку, как об этом писали в социальных сетях. У меня пока нет этому доказательств, но если они есть у вас, напишите об этом в комментариях или дайте ссылку на достоверную информацию. Сообщество «Автопартнер Крым-Севастополь» 15 июля 2017 года опубликовало пост, в котором было написано «Внимание! Вчера в районе 18 часов в Массандре на пешеходном переходе была сбита девочка. Машина, белый грузовой фургон, возможно, «Газель». Водитель подобрал ребенка, отвез подальше от места ДТП и бросил. Ребенок в реанимации. Просьба всех, кто видел происшествие, отозваться. В этот же день в комментариях Юлия Семенихина написала комментарий: «Всем спасибо за активное участие в поиске автомобиля, сбившего ребенка в Массандре. Автомобиль нашли в Симферополе, автомобиль компании «Крымпродукт». В данный момент с водителем работает следственная группа». В соцсетях также появилась фотография, сделанная с камер видеонаблюдения, с автомобилем, совершившим ДТП. «Крымпродукт» – это крупнейшая торговая компания в Крыму, которая осуществляет оптовые поставки продуктов в магазины, рестораны и столовые, в том числе и в парк Львов-Тайган. Если внимательно посмотреть виды экономической деятельности Святослава Зубкова, то станет понятно, что он, как индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов питания. Осуществляет деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием и так далее. Эта история так и забылась общественностью на долгие 5 лет. Но 26 июня 2022 года уже младший отпрыск Ярослав Зубков совершил ДТП, в результате которого погибла семья из 3 человек, в том числе девочка, возраст которой был 15 лет. В этот раз Олег Зубков снова попытался скрыть от общественности подробности ДТП младшего сыночка. Он никогда в своих видео не упоминал про ДТП Ярослава, не приглашал на суды, не рассказывал вообще никаких подробностей. Более того, он запретил блогерам упоминать про это, чтобы не поднимать общественный резонанс. Но везде есть свои крысы, поэтому Олег Ступин, настоящая фамилия которого Ганкевич, плюнул в лицо Зубкову и разгонял резонанс в YouTube и во всех социальных сетях, как только мог. Он создал множество фейковых аккаунтов, с которых регулярно создавал поводы для обсуждения ДТП Ярослава Зубкова. Результат был впечатляющим, об этом не забывали, проводили свои расследования. И всеобщими усилиями общественное мнение стало брать верх над преступной семейкой Зубковых. Но самое интересное в этой истории, что люди вспомнили про ДТП в Массандре, которое произошло 5 лет назад, а также узнали в преступнике старшего сына олигарха, Святослава Зубкова. Об этом в телеграм-канале Невоенкор Курлаева написали пост, в сети пишут, что это не первое ДТП отпрысков украинского политрука в Крыму. Пару лет назад старший Святослав сбил на Массандре ребенка, коммерсант дело замял, наверняка занес кому надо, уж не знаю, обвинил ли он родителей во всем, это обычная практика хозяина зверофермы, или нет, но старшой продолжил чудить и дальше. Меньшой же сын, точная копия папеньки, за это и прозван Симба, вырос фанатом дрифтинга, благо, папенькин автопарк позволял. О своих подвигах мажор рассказывал в соцсетях, комментарии крымчан об опасности такого вождения игнорировал. Что же касается семьи погибших, которым якобы помогает и всячески соболезнует юный Лев, то сестра погибших заявила крымскому изданию «Фопост», что с ними никто не связывался. В свою очередь, папин клон Ярик отвертелся, не смог дозвониться до них. Журналисты смогли, Зубковы – нет. Тоже традиционный шаблон поведения папеньки политрука. В сетях появились боты, это папенькины боты, он использует их в любой непонятной ситуации. Боты разгоняют тему вины пострадавших, мол, не надо было оформлять ДТП на обочине, а не мешать уважаемому дрифтеру мчаться по важным делам. Это тоже семейная традиция – обвинять во всем пострадавших. 13 июля 2023 года арбитражный суд Республики Крым в Симферополе установил, что 28 июля 2022 года в 12 часов 20 минут в помещении кафе «Восточная сказка»
расположенном по адресу улица Яузы, 28, поселке городского типа Виноградное, города Ялта, Республика Крым. Индивидуальный предприниматель Зубков Святослав Олегович допустил оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции. Таким образом, ИП Зубков Святослав Олегович нарушил федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления, распития, алкогольной продукции. То есть совершил административное правонарушение. В ходе проведения осмотра помещения кафе «Восточная сказка» выявленная алкогольная продукция была изъята. Документы, подтверждающие легальность оборота указанной алкогольной продукции, а именно товарно-транспортные накладные, справки, прилагаемые к товарно-транспортным накладным. Сертификаты соответствия предпринимателям в ходе осмотра и расследования не были предоставлены. И в этот раз Святослав Зубков отделался лишь предупреждением, а изъятую алкогольную продукцию уничтожили. Еще раз обратите внимание на дату проверки 28 июля 2022 года. Это день, когда Зубкова-старшего арестовали после судебного заседания. Я не думаю, что это просто совпадение, потому что к подобным проверкам с контрольной закупкой готовятся заранее. Значит, сотрудники знали, что в этот день папаша Святослава будет арестован, и поэтому нейтрализовали его от возможных провокаций, ведь обошлось все лишь предупреждением, но весь день был потрачен на проверки и составление протоколов. Я уверена, что правоохранительные органы прекрасно знают о преступной деятельности семейки Зубковых, поэтому в наших силах донести общественности правду, распространяя ролики в соцсетях. Продолжая писать заявления и обращаться напрямую к властям Крыма с вопросом, почему предатель Родины и преступник до сих пор на свободе. Об этом более подробно поговорим в следующих видео.